Я доделала свои боры, прострочила заднюю часть. На подкладе я пришила уже карманчики. И теперь я буду прикалывать замочек к нашей лицевой части. Лицом к лицу складываем, прикалываем. Можно замочек расстегнуть для удобства. И прошиваем на машинке. Можно будет прошить сразу с подкладом. Складываем лицом к лицу, той стороной, на какой вам нужны какие карманы. Здесь вот у меня двойной карман, а с этой стороны у меня большой. Он будет с задней стороны. Вот так тоже скалываете вместе все заодно. Подклад, молнию и верхнюю часть сумки. Признаю, что кроить и шить ацетатный шелк это или что-то такое шелковое у меня очень сложно, очень неудобно. Я бы сказала, все ерзает, все съезжает, все шевелится. Очень сложно. Так что респект мастерицам, которые шьют шелк. Вот так я сколола 2 лицевых и внутрь вложила замочек. Прошиваем. И потом будет это выглядеть вот так. Сейчас я закрою замочек. Вот так. И вторую сторону аналогично. Прошиваем. Я пришила молнию с одной стороны. Лицом к лицу сложила лицевую заднюю часть сумки. Затем молния. И затем подклад. Тоже лицом к лицу. Приколола все к молнии. И сейчас прошью одной строчкой. Я пришила молнию, вывернула, отгладила. И буду прокладывать строчку, чтобы подклад не мешался нам при открывании и закрывании молнии. Вот так я строчила. В разные стороны разложила подклад и сумку. И прошила, прострочила. Вот так пока получается. А сейчас выворачиваем все наизнанку. Мой помощник пытается мне помочь пошить на машинке. Кс-кс-кс. Иди, все уже, нашился. Я вот так отделала тканевой полоской в цвет подклада, прошила. Здесь на толщине я прошила вручную. И теперь для объема буду делать дно на 6 сантиметров. И прошью дно, срежу лишний уголок и обработаю также тканью подклада. Вот такой уголочек получился. Вот так обрезала. Вот так обработала я уголки. Все, наша сумочка готова.
Выворачиваем. Вернее, не сумочка получилась, а пока клатч. Без ручки. Я совсем упустила из виду, что мне надо будет шить ручки, а я не взяла материал на ручки. Поэтому пока вот такая сумочка в таком виде. Я сюда вот поставлю, закреплю здесь колечки и сделаю тонкую ручку. Но это уже по приезду в город. Смотрите, какая получилась. Мне результат нравится, например. Пишите в комментариях, как вам. Вот такая сумочка. Похожа на косметичку, но я захотела именно такую самую простую сумочку сшить. Вот такая. Она небольшая, поменьше той моей джинсовой, которую я сшила. Тоже в стиле вора. Она поменьше немного. Сейчас померяю размер. Размер получился в готовом виде 32 сантиметра на 23 сантиметра. И дно у меня 6 сантиметров. Но вот пока толщина, дно уже 7 сантиметров получилось. Такие размеры меня вполне устраивают. Сейчас я сложу сюда содержимое. Вот двойной кармашек. Здесь большой для документов кармашек. Сейчас буду наполнять сумочку свою всем необходимым. Салфетки всевозможные. Помады, духи в этот кармашек. Санитайзер сюда. Бутылочка с водичкой. Вот. Все поместилось, то, что необходимо. Телефон забыла. И телефон поместился. И еще место осталось. Немного места осталось. Сумочку. Эко-сумочку сюда положить, если вдруг что-то купишь в магазине. Вот такая сумочка получилась у меня. В стиле бора. Результат меня радует. Буду носить с удовольствием. Вот такая небольшая, аккуратная сумочка. Если захочу, я пришью их сюда. Заплатки. И буду носить хоть с этой стороны, хоть с этой стороны. Вот и галстук у меня здесь, и джинсы, и вельвет, и трикотаж, шелк атласный, замша, фланель, портьерная ткань. Много всего. И джерси здесь есть. Вот сколько всякой ткани у меня сюда ушло. Очень экономно, потому что это кусочки от ненужных вещей, ненужные лоскуты, которые в быту всегда пригождаются. Вот такая лоскутная техника вора. Я думаю, что я еще не одну сумочку сошью в этой технике. Мне очень понравилось. Немного по-другому буду делать уже сумочку. Вот такая вместительная, удобная сумочка. Хоть и небольшого размера. Девочки, шейте со мной. Подписывайтесь, кто не подписался. Пишите обязательно комментарии. Они мне очень важны. Делитесь в соцсетях моими видео. Ставьте лайки. Всего самого хорошего вам в новом году. До встречи!